Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за ваши добрые слова, пожелания, лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто в тебя влюблен? Посмотрим, кто же испытывает к вам нежные чувства. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забываем, расклад общий. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Вышла карта Музы. Первая. Харизматичная, яркая, наполненная энергетически, оптимистка, как райская птичка. Можете тут компоновать элементы гардероба, одежды, как-то так вот первое впечатление производить, такое вау сразу. Для многих мужчин лакомый кусочек, архетип любовницы, ухоженная, повторюсь, женщина мечта, да? Женщина, которая вдохновляет, ну, как минимум женщина, которая может поддержать нужным словом вовремя, да. Так, еще рядом карта, вот это вот посланник высших сил, это характеризует вас как человека очень доброго, заботливая мамочка. В принципе, человек, который никогда никому не отказывает, спешит на помощь, может быть, архетип спасателя, да. Но следующие карты мне говорят о том, что уже как будто бы чуть-чуть поиссякло у вас это желание безвозмездно всем на помощь приходить. Видать, уже столкнулись, сейчас, девочки, ух ты, столкнулись с потребительством, да, назовем это так, с желанием вас использовать. Почему я это говорю? Потому что тут женщина уже держит оборону с этим мечом наперевес, и из-под бровок так смотрите внимательно, и, видать, уже для себя пытаетесь разобрать, действительно ли нужно помогать кому-то в очередной раз, или это добро будет вознаграждено, да, вам плевком в спину или каким-то предательством. Как будто бы вот тут вот уже как тенденция, вы сталкиваетесь с тем, что ваше какое-то отношение, может быть, желание помочь, может быть протрактовано многим не в плане там благодарность, а не в плане как ваши действительно искренние какие-то порывы, а тут как будто вы уже должны, вы уже обязаны, может быть, даже спасибо никто не говорит, а ждут уже, раз вы так себя ведете, может, многие воспринимают даже как слабость. Тут будто бы у вас большой уже соблазн, как минимум половину вот этих людей, которым вы помогали, в очередной раз послать в эротические дали и сказать: дорогие мои, пробуйте сами, да, вывозить свои проблемы. Может быть, даже вот эта карта тут как свинью подложили, и тут карта паутина, планы, токсично. Это может также мне говорить о том, что, девочки, может быть, когда вам плохо, то про вас никто не вспоминает, да, и там даже там отворачиваются или делают вид то, что там, да, вы там в свое время, может быть, время свое там тратили, силы, энергию, там договаривались с кем-то, да, как-то поднимали свои связи, ну, как будто бы вот тут могли прикладывать усилия для того, чтобы помочь в очередной раз кому-то. Ну, когда вас касается, тут вполне возможно вот по этим картам, то люди так как-то пропадают в никуда, да. А когда опять вы ресурсная, наполненная, когда опять нужна ваша помощь, они опять вновь могут появляться на вашем пороге. Вот мне почему-то вот так вот как-то показано. Так, это что? Не знаю, тут хотела уточнить еще, но какой-то мне вышел еще павлин и треугольник любовный. Ну, кто-то смотрит из девочек, и, к сожалению, в жизни этих девочек присутствует мужчина самовлюбленный, который привык к восхищению, мужчина, которого эти перышки расправлены, и наличие двух женщин, да, то есть может
выбирать, сравнивать, кастинги устраивать, до конца не определившийся, но при этом себя любит, при этом сам не готов, ну, скажем так, не то что там жертвить, особо даже на какие-то уступки идти не готов. Скорее будет требовать или от одной, или от второй женщины, дабы они приспосабливались, дабы они, ну, вплоть до того, что чем-то жертвовали ради его, там, счастья. У кого-то так даже проиграется. А вообще-то, ваша характеристика, я вам хочу сказать, вы даже из каких-то неприятностей, из этих уроков не очень приятных, да, старайтесь извлекать пользу. Уже рассуждаете так, это не наказание мне за что-то, это для меня урок. По иерофанту, тут карта подарок. И все равно, как будто бы вы открыты для всего нового, прекрасного, замечательного. Как будто бы четко уже идет у вас разграничение, что с какими-то товарищами, да, не буду говорить мужчины, женщины, неважно, можно выстраивать взаимоотношения, да, и эти люди могут быть и адекватные, и благодарные, и можно что-то планировать. А с некоторыми, ну вот раз не получилось, как будто бы не нужно там второй, третий раз наступать на грабли. Как будто бы вы уже для себя осознаете, что вопрос даже у вас. Если вы будете давать шансы таким людям, то они и дальше будут вам портить вашу жизнь. Вот тут как-то так. Женщина уже осознанная. Такая мне ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто в тебя влюблен? Кто этот человек? Кто в вас влюблен? Кто в вас влюблен? Возьму эротическую. Кто в вас влюблен? Смотрим, будем докладывать. Угу. Девочки, не очень я люблю эту тему, но тут сочетание бомбическое. 3 карты из магической прям колоды. Так не бывает. И рядом дьявол. Если ничего бы тут не было, то никакого воздействия, то тут вряд ли бы эти карты вышли. Тут 100% есть воздействие. То ли на ваши взаимоотношения, да, то ли... Ну, тут прям ответ я вам хочу сказать. Смотрите, дьявол, с этой стороны идет соперница, с этой стороны идет карта Вольт. Это своего рода как кукла Вуду, да? То есть мужчина в вас влюблен. При этом мужчина может быть то ли не свободен, то ли какая-то женщина очень в нем заинтересована, в его внимании. И эта женщина, тут 200% могла... Давайте так, для минимума это может быть какие-то манипуляции, для, уже не знаю, то ли НЛП техники, то ли в принципе какие-то распространенные манипуляции. Но тут магические, вот смотрите, подклад карта, рядом с дьяволом закрытая дорога и карта Вольт. То есть женщина 100% тут какой-то ритуал или сама делала, или заказывала у мастера. Для чего? Для того, чтобы подавить волю этого мужчины. Тут может быть подклад, или это, ну, не буду это распространяться, но то ли у него, может быть, на его жилплощади где-то, или где он там, не знаю, место обитания его, ну, не приведи Господи, могло и у вас это что-то тут, вы находить какие-то инородные, как это сказать, предметы. Смысл этого закрыть дорогу. Смысл всего это ваши взаимоотношения разрушить. Опять-таки, этот мужчина
очень яркий, харизматичный. Этот мужчина может быть разным. Тут у меня ангел и дьявол, да. То есть его проявления такие же могли быть в вашу сторону. А если еще вот это все подряд прочесть, то вы, кстати, тоже могли не совсем понимать, если изначально там он загорелся, влюбился, мог как-то к вам так ярко проявляться, а потом в один момент вы увидели совершенно другие его проявления, вы могли это считать, ну, как манипуляции. А тут, ну, тут помогли, да, помогли, если вы разошлись в разные стороны, помогли вам разойтись. Карта соперница, карта гроб. То есть, действительно, эта женщина могла добиться желаемого. А при этом мужчина показано вот эту энергию, направленную на вас, желание, может быть, с вами, так как это все не реализовалось в моменте у него, он мог направить кто-то в творчество, тут карта творчества, ну, у кого-то это карьера, работа, но в любом случае это показано, тут дальше карта коса, смерть. Коса это, ну, не получается у него в полной мере, как, знаете, замещение. Эти эмоции все равно требуют выхода. Ну, влюбленность в вас. Мы же смотрим влюблен, да. При этом мужчина, тут карта смирения, тут карта коса. До конца он не отпустил все равно. Он пытается с этим как-то, тут карта закрытая дорога, смириться с тем, что, может быть, вы с ним не вместе или не судьба вам быть, да, вместе. Но по этой карте мне идет как будто бы, если есть какие-то напоминания о вас, то есть фотографии, какие-то письма, сообщения, вот что-то, какие-то мелочи, то он периодически вот к этому возвращается. Может, там элементарно перед глазами что-то держит, может, берет в руки, может быть, какая-то, повторюсь, безделушка, ну, как напоминание о вас. Так, давайте посмотрим. Веселый, общительный, харизматичный этот мужчина, может быть по-детски эгоистичным. В принципе, с ним с удовольствием многие контактируют. Он может быть, знаете, как душа компании, но при этом в душе боль. В душе осознание того, что в силу разных причин невозможно быть с той женщиной, в которую влюблен, или не может на данном этапе быть. Так, больше хотелось бы, конечно, именно про него узнать. Так, этот мужчина, какой он еще? О нем больше. Ух ты. Так, уточню. У кого-то, если мужчина своим каким-то поступком разочаровал вас, вы это считали, может быть, его поведение, проявление как предательство, так как тут карта, видите, разочарование, и тут изображена женская, да, вот спина, и тут как вырваны крылья у ангела. Ангел это, допустим, женщина, которая летает, да, на крыльях любви, где-то наивная, доверчивая, и потом с небес падает на землю, да, эти крылья как вырывают у нее. Так вот, если так это все считать, то тут карта молитва и карта рыба удача. Человек может искренне, мужчина, раскаиваться в том, что он причинил, допустим, боль, где-то предал, может быть, обесценил эту любовь. Знаете, может быть, как задним числом до человека доходит, насколько, допустим, женщина могла любить, хотеть с ним быть вместе, там, прикладывала какие-то усилия, попытки, да, вот как будто бы до человека поздно, туго доходит. Ну и для него вот как будто бы удача где-то было бы, может быть, если женщина, тут карта молитва, разочарование рыбы, как будто бы может даже обращаться, знаете, как к Богу, может, ну, молитва, да, может просить небеса о том, что, может быть, еще один шанс какой-то с этой женщиной, может быть, встретиться, может быть, удача, чтобы повернулась к нему лицом, да, и, возможно, время, если пройдет, то женщина это разочарование сменится, знаете, как гневно, вернее, ну да, гнев сменится на милость. То есть женщина, может быть, не будет настолько там
то ли агрессивно в его сторону настроена, то ли, в принципе, знаете, как все проходит, и эмоции женщины тоже могут поменяться. Тут как будто бы он, тут искренне сожалеет человек. Может о том, что разошлись, может о том, что не в то время, не в том месте встретились. Вот тут как-то так идет, девочки. Так, ты сожалеешь? Да, он сожалеет, и это искренне, еще раз говорю. Карта вода, эмоции, любовная сфера. Это все сюда. Это действительно человека переполняют эмоции. Ну и глубокие тут чувства. Да, вплоть до того, что у человека разбито сердце. Такой мужчина. Так, давайте я еще хочу спросить. Тут мне показано человека, который, ну, как будто я же повторяюсь, тут то ли переписку какую-то листает, то ли, может быть, там голосовые сообщения, то ли действительно, повторюсь, в руках может держать какие-то вещи, которые там то ли вы, может, подарили, ну, что-то напоминает вас. Ну и тут у меня карта борьба, человек может бороться постоянно со всеми своими эмоциями. И борется с желанием появиться. Может сам себя останавливать. Если там не свободен, да, тут карта князь, может, знаете, как важности на свою особу нагонять и думать, да ну, что я пойду там. Знаете, из той серии, я себя не на помойке нашел. Пусть, может, оно все само как-то сложится. Ну, что я буду сам проявляться? Тут вот тоже из этой серии. Ну, этим самым показано, он сам в очередной раз как не дает шанса, разрушает. Разрушает даже какие-то зыбкие надежды. Так, какой еще этот мужчина? Девочки, ну я говорю, тут у него качели внутри, тут и борьба идет, и сдерживается, с одной стороны и борется, и тут карта воздержания, хотя тяга есть в вашу сторону. При этом мысли у него еще такие, он как будто бы понимает, что ситуация как вот никуда не движется, и он сам по себе такую как будто бы все анализирует и пытается какую-то стратегию новую какую-то выработать. По карте Арлекин это что-то нестандартное, не может быть, какие-то новые, какие-то проявления не так, как раньше. И он понимает, что если к вам как будто бы дорожку это протоптать, тут карта мостик, то это нужно по этой карте Арлекин, опять-таки, как-то по-новому. Необычно, нестандартно. Девочки, у многих не готов, потому что спрашиваю, готов, карта отторжения, не до конца готов. Человек, как карта огонь, может сам себя накручивать и пытаться все это скрыть. При этом карта княгиня, у кого-то может быть еще одна женщина, и опять ангел и демон. Вот так вот как-то странные карты, честно говоря. С одной стороны влюблен, с другой стороны прям понимает, что нужно как-то нестандартно проявиться, так как все то, как раньше он проявлялся уже, или вообще не проявлялся нормально, то это все не срабатывает. Но при этом я не могу сказать, что он готов. У человека идет внутренняя какая-то борьба, сам себе противоречит. И карта замок, хотелось бы все скрыть. Скрыть у кого-то, опять-таки, влияние, может быть, какой-то женщины. И тут опять-таки ангел и демон. Человек как, знаете, я не говорю, что у него там биполярка, нет, но он как мечется, вот тут вот. Он не может объяснить толком даже эту вот влюбленность, ему кажется, опять-таки. Девочки, ну да, если мы тут изначально увидели это магическое воздействие, если соперница там, да, была явно тут 3 карты, говорящие, тут даже больше об этом влиянии. Вот он и не находит себе места. Тут как будто бы вот он может даже старается вас забыть, заглушить эту какую-то боль, привязанность. Тут карта ведьма ведающая, тут карта влюбленной, то есть выбор между двух
и карта воздух. И ему уже как будто бы хотелось вот это вот даже вот сбросить вот эти какие-то, может быть, оковы, привязанность. Он даже до конца, может быть, и не рад этому всему. Для него это в тягость. Вот эти вот какие-то чувства. Так, какой еще этот мужчина? А для него это неприятные ощущения еще почему? Он привык по карте солнышко, честно говоря, особо тут солнышко, тут особо не заморачиваться. Ну, так складывается легко как-то. Больше он привык, что в него влюбляются, я вам хочу сказать. А тут для него это неожиданность. Он сам как в сети попал, в любовные. Может быть, в свою очередь, расставлял эти сети, а сейчас как сам в них запутался. Да. Ну, такой мне расклад, девочки. Вот такой мужчина в вас влюблен. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.